Krishna, something terrible happened. О, Кришна, что-то ужасное случилось. There's a big demon ravishing Vrindavan. Один демон опустошает Вриндаван. So Krishna understands И Кришна понял, this demon, что это за демон. Radharani's separation. Это разлука с Радхарани с So he ним. says to Chandravali, И он тогда сказал oh, Чандравали, I better take care of this demon. мне нужно решить вопрос с этим демоном. Just hang on, I'll be back in a minute. Подожди, я там за пару минут улажу все эти дела. Means that Radharani's love can pull Krishna, even he's sitting with Chandravali. И это значит, что любовь Радхарани настолько могущественна, что даже когда он сидит с Радхарани, она может Still, вытащить it его. can pull him out of there. Может притянуть ее даже оттуда. Только что начинали еще? Снимать. Будильник. Симатомир. So, and then Rupa Goswami, he's written a very nice verse. Рупа Госвами написал очень замечательный стих. All glories to Radha's love for Krishna. Вся слава великой любви Радхи к Кришне. Although it's everywhere, Потому что она заполняет все. it's always increasing. И она всегда увеличивается. Although it's important, Хотя она самая важная, there's значительная, no pride. но нету гордости. Although it's pure, Хотя она всегда чиста, very, very tricky. очень-очень изворотлива, хитрая. So Krishna says, Radhika is the highest abode of love, and I'm its only object. Кришна говорит, что Радхика это величайшая обитель любви, а я только ее объект. I taste the bliss that is the property of the object of love. Я могу чувствовать только то счастье, которое является собственностью объекта любви. But the pleasure of Radha Но счастье и радость Радхи is 10 million times greater. в 10 миллионов раз более великая. So I want to taste that pleasure, И поэтому я хочу испытать это счастье. but I can't taste it, Но я не могу этого сделать. even by my best efforts. Даже при помощи самых лучших своих усилий. How am I to taste it? Как же мне это сделать, испробовать? So if I can be the abode of that love, then I can taste its Только joy. тогда, если я сам стану обителью этой любви, то только тогда смогу ей насладиться. So that's one reason. Это одна причина. It seems there's a question in my mind. Вопрос моего ума. Because on the one hand, Krishna is saying that Shrimati Radhika's love is so glorious. Потому что, с одной стороны, Кришна говорит, что любовь Шримати Радхики так прославлена. Shiradhaya Pranayam Mahima. He wants to taste the greatness of her love. Он хочет вкусить величие ее любви. And then there's these three wonderful characters of her love, characteristics. Теперь есть очень три замечательные характеристики ее любви. But then at the end, he's talking about the happiness that she experiences. А в конце вдруг он говорит о том счастье, которое она испытывает. So then he'll come again to that happiness. Потом он later. обратно вернется к этому счастью позже. Okay. Now next reason. Следующая причина. Krishna sees his own beauty. Кришна видит собственную красоту. He says, my sweetness is wonderful, it's infinite. Он понимает, что моя красота, она очень удивительная, она несравнимая. No one can find its limit. Никто не может найти ее Only границ. Radha tastes all the nectar of my sweetness. И только Шримати Радхика способна вкусить весь нектар моей сладости. So if someone's in love with somebody else, they can appreciate their qualities. Тот, кто любит кого-то другого, только он может по-настоящему оценить его качество. Like this lover and beloved. Любимый, возлюбленный. So friend of the beloved. Друзья или подружки возлюбленные. I don't know what you see in this guy. Они, что этот парень не нашел? He's just an ordinary guy. Что она в нем нашла? Он обычный парень. No. Она говорит, не, вы не понимаете. So this is love. Это любовь. So Radharani, Итак, Радхарани, she tastes Krishna's sweetness more than anyone else. она вкушает сладость Шри Кришны Because больше, she's чем so кто-либо fully другой. absorbed in his sweetness. Потому что она полностью погружена в эту сладость. So she's best at tasting his sweetness. И поэтому она лучше всех испытывает эту сладость. Вкушает. So Radha's love is pure, Любовь Радхи, она чиста, like a mirror. подобно зеркалу. There's nothing purer than a mirror. Нет ничего более чистого, чем But yet its зеркало. purity is always increasing. Но ее чистота постоянно увеличивается. And then Krishna says, my sweetness can't increase because it's already reached its limit. И Кришна говорит, что моя сладость не может увеличиться, потому что она уже достигла своих границ. But before her love, it increases more and more. Но стоя перед ее любовью, даже моя сладость начинает увеличиваться. So there's constant competition. И это постоянное соперничество. My sweetness Моя сладость and the mirror of her love.
и зеркало ее любви. So they both go on increasing. И оба они увеличиваются постоянно. The more when I'm sweet, Когда я становлюсь более сладкий, then her love sees all that sweetness. и эта любовь может захватить всю эту сладость. And then my sweetness can increase. И тогда за счет этого моя любовь And может then her love can increase. и ее любовь еще увеличивается. So Krishna says, I can't taste that sweetness Кришна myself. говорит, что я сам не могу вкусить эту сладость по себе. So I find the only way I can taste that sweetness is if I taste that. If I take the position of Shrimati Radhikari. Единственная возможность познать свою собственную сладость я смогу только если займу положение Шримати Радхарани. So Krishna's beauty Красота Кришны, thrills everyone. она будоражит любого. Starting with Lord Chaitanya. Начиная с Господа Чайтаньи. When Lord Chaitanya was coming back from Gaya, Когда Господь Чайтанья вернулся из Гаи, so he saw Krishna. он увидел Кришну. Krishna smiling, Кришна улыбался, and then he ran away. и тогда он убежал. And Lord Chaitanya was А mad and Господь mad. Чайтанья все глубже и глубже погружался в безумие He любви. returned to Navadvip. Он вернулся в Навадвипу. Oh my friends, where is Krishna? Мои Where is друзья, Krishna? где же Кришна? Где он? Crashing on the floor, Он падал на пол, completely mad. полностью в безумии, не контролируя себя. Like sometimes, if someone's had a very severe shock, Если у кого-то происходит очень сильный шок, they can go like mad. он начинает действовать как сумасшедший. Or if someone's completely in love, Или кто-то полностью погружен в любовь. so we say somebody's madly in love. Мы говорим, что он обезумел от любви. We can't think of anything else. Он не может ни о чем другом просто думать. So Krishna, when somebody gets darshan of Krishna, Если кто-то получает даршан Кришны, this is soul to soul. душа видит сверхдушу, So the soul can never forget. и душа не может забыть And then это. the mind and the senses is all messed up. И ум, и чувства, все они полностью погружены в это. But that's only available at a very high level. Но это очень возможно на очень возвышенном уровне. Sometimes unqualified people get that. Ну, даже иногда неквалифицированные люди получают это. Once Lord Chaitanya Mahaprabhu Однажды Шри he was Чайтанья with his Махапрабху, friends. он был со своими друзьями on the ocean, on the bank of the на ocean, берегу океана. and he saw the ocean and thought, oh, this is Jamuna, И увидя океан, он подумал, ой, это Ямуна. and he jumped in. И он прыгнул туда внутрь. And Swarabdhamma and the others, they couldn't find him. И все с Рупы Госвами, его друзья So не they were смогли looking, его looking, найти. looking. Они искали и ждали его. Finally, Swarabdhamma met with a fisherman, И в конце концов Свару Дамодара встретил одного рыбака. and the fisherman was like mad. И он увидел, что этот рыбак выглядит как сумасшедший. So Swarabdhamma said, what's wrong with you? И тогда он спросил, что с тобой не так? He said, I caught a ghost, Я поймал my net. привидение в своей сети. and when I touched him, I went mad. И когда я только коснулся его, сам сошел с ума. So Swarabdhamma, he said, oh, I've got a mantra to cure your madness. Тогда Свару Дамодар все понял, сказал, у меня есть мантра, которая тебя вылечит от твоей сумасшествия. Namaste Narshingaya. И он дал ему подзатыльник и говорит, намасте, намасте. So you show me where this ghost is. А ну теперь покажи мне, где это привидение находится. So then they found Lord И Chaitanya тогда они Mahaprabhu. нашли Господа Чайтаньи He Махапрабху. stretched out. All Он his joints were like растянулся. that much between all his joints. Все суставы, между его суставами было расстояние в палец. So sometimes even unqualified people, they got darshan, they also went mad. Иногда даже неквалифицированные люди, они получают вот такой даршан, они тоже приходят в безумное состояние. So everyone's attracted by his sweet flute, Потому his что voice. все привлекаются сладостью флейты и голоса, звука. Хочется спать, давайте в другом месте. Я не сплю, Махарадж, но На могу балкон. поговорить. Надо ругаться. Не Без серьезно, пуль. тоже. За старшими. Even Krishna himself tries to taste that sweetness. Даже сам Кришна пытается познать свою сладость. And once somebody tasting that, they can't be satisfied. И тот, кто хотя бы раз соприкоснулся с этим вкусом, он больше ничем другим не удовлетворится. Like the gopis, Подобно Гопи. they're cursing Brahma. Они проклинали Брахму. They say, oh, Они говорят, ты Brahma only gave us 2 eyes Ты instead нам of дал lots of только eyes to see 2 Krishna. глаза, нам надо миллионы глаз, чтобы видеть And Кришну. those 2 eyes blink. Еще эти 2 глаза еще моргают. So that blinking for the gopis, for us that's a joke. Для нас это просто как шутка выглядит, на одно мгновение. But their love for Krishna is so intense. Но их любовь к Кришне настолько интенсивна, So they're saying, что они говорят, Atatiyat bhavan anikanana trutiyugayate
Tvama Pashyatam, Kutila Kuntalam, Shri Mukam Chate, Jada Udikshata, Pakshmakridrisham. So they're saying, a second, half a second, Truti Yugayate, Они говорят, что даже полсекунды, it полмгновения becomes like a whole age for us. превращается в целую югу для нас. We can't imagine such love. Мы даже не можем представить себе такой любви. So they're cursing Brahma that you only gave us 2 eyes and those eyes blink. Они проклинают Брахму, ты нам дал только 2 глаза, еще и моргающих. So we think Brahma's a fool. Брахма, насколько ты глуп. Nobody can curse Brahma like that. Nobody. Никто, кроме них, не может так Брахму проклинать. The queens in Mathura, princesses in Mathura, they're praising the gopis. Они прославляют Гопи. In Mathura, they know something about Krishna in Vrindavan, А в Мадхуре принцессы знают немного что-то о Гопи во Вриндаване. but they still have awe for him. Но они не знают всего о нем. They still have reverence towards him. Почтение. У них продолжает почтение, благоговение к нему. Gopyas tapakimacharanyadamashirupa lavanyasaramassamodvamananya siddham drigbi pibantyana sabhavana vangturapam ekantadhama yashisa shriya aishvarasya. What austerities did the gopis perform? Какие же совершали аскезы эти Гопи? We'd like to perform those Мы austerities. тоже хотим совершать такие аскезы. With their eyes, they're always drinking the nectar of the form of Krishna. Чтобы глазами потом всегда пить нектар красоты Кришны. It's the essence of all loveliness. Потому что это суть всей любви. Nothing's equal to it, nothing's greater. И ничто не может сравниться с ним, и ничто не может быть выше этого. It's by itself, it's perfect, Само по себе это уже совершенство. always fresh. Всегда свежее, всегда и новое. So Krishna's Goswami says, if someone just hears about Krishna's beauty, his mind becomes unsteady. Потому что Кришнадас Госвами утверждает, что просто тот, кто слушает о красоте Кришны, его ум уже становится So Krishna нестабильным. himself is attracted, Кришна сам привлекается, but he can't enjoy that sweetness. но он не может насладиться этой сладостью. So therefore, И this is поэтому another desire. и возникает еще одно желание. But if I could take Shrimati Radharani's position, No. then I could taste my own sweetness. Если я займу положение Шримати Радхарани, тогда я смогу понять свою собственную сладость. Then third reason, И теперь третья причина. Gopi's love is called Rudha Bhav. Любовь Гопи называется руддха бхава. Now, Srila Krishnadas Goswami, he describes the difference between lust and love. И теперь Шрила Кришнадас Госвами, он объяснит различия между любовью и вожделением. The pure love of the gopis is like, it's been called sometimes lust, kam. Потому что иногда чистую любовь Гопи называют камой, вожделением. But it's even Uddhava, Но даже Удхава, pure devotee, he wants to taste that love. чисто преданный Кришне, и хочет вкусить эту So любовь. lust and love are completely different. Потому что между любовью и вожделением есть Like очень iron большая and разница. gold. Подобно как железо и золото. Desire to gratify one's own senses is Желание наслаждать lust. собственные чувства называется вожделением. But desire to please the senses of Krishna is prema. А желание удовлетворить чувства Кришны называется премой. So the gopis, they've given up everything in this world. Гопи оставили все в этом мире. Social customs, scriptures, bodily demands, everything. Писания, социальные устои, касты, телесные потребности, все прочее. All to serve Krishna. Все только ради служения Кришне. Their love is completely pure. Поэтому их любовь полностью чиста. Lust is like darkness and love is like the sun. Вожделение, оно подобно тьме, а любовь подобна солнцу. The gopis don't care for their own pleasure, for their own pain. Гопи никогда не заботятся о собственной счастье или о собственной боли. Like we read this verse by Shrimati Radharani, last verse of Shikshamrita. Как мы читали вот этот стих Шримати Радхарани, последний стих Шикшаштаки. So Krishna made a promise that he will reciprocate with his devotees. Кришна дал обет, то, что он будет сотрудничать со Ye своими yatamam преданными. prapadyante tangstataiva bhajamyaham. Mama vartmanavartante manaksha partasarvashaham. He says that I will reward my devotees accordingly as they surrender to me. Я буду отвечать своим преданным в соответствии с тем, насколько они предались мне. But he cannot reward the gopis. Но он не может отплатить Гопи.
Because they don't want anything from him. Потому что они ничего не хотят. He said, okay, I'll give you whatever you want. Он говорит, да, я вам сейчас дам все, что вы пожелаете. You've served me, so I have a debt to you. Если вы служите мне, у меня есть перед вами долг. What would you like me to give you? Что вы хотите, чтобы я вам дал? No, we don't have anything for Но ourselves. они ничего не хотят для себя. We only want to serve you. Единственное, чем мы просим, служение тебе. But if I let you serve me more, then I'll be more in debt. Но если я вам позволю еще больше себе служить, тогда я еще в большем долгу перед вами. So Krishna's he's bewildered. И Кришна сбит с толку. He's totally in love with the gopis. Он полностью погружен What can I в do? любовь What can I к do? Гопи. Что же я могу для вас сделать? Что мне делать для By вас? nature, he's very grateful. По природе он очень благодарный. Bhaktavatsala. Его называют He's very Бхактаватсалой. affectionate to his Он devotees. очень привязан к своим преданным. I have to give them, Я должен им что-то дать, but they won't accept. но они меня не принимают. So simply he gives himself. И поэтому он отдает себя полностью. He becomes the property of the Он gopis. становится собственностью Гопи. Like Lord Chaitanya Mahaprabhu, he said, Как I'm the Господь property Чайтаньи of my pure Махапрабху говорит, devotees. что я собственность своих чистых преданных. So Krishna himself admits that I can't reward them. И Кришна говорит, что я не могу отплатить им. Naparehang niravajjasanyujam. I can't repay your debt. Я не могу отплатить свой долг. Even if I live for a whole lifetime of Brahma. Даже если я буду на протяжении жизни Брахмы. So I can only ask you please be satisfied by your own wonderful love. Единственное, что я могу вам дать взамен, я хочу попросить вас, будьте удовлетворены вашей собственной любовью. So Krishna becomes the property of the gopis. Кришна становится собственностью Гопи, And the gopis are the property of Krishna. а Гопи становится собственностью And Кришны. they're completely satisfied. И они полностью удовлетворены этим. The gopis, even they decorate their own body only for Krishna's. И Гопи, они украшают собственное тело только для того, чтобы удовлетворить Кришну. Sometimes we say, when we were in the park yesterday, no, day before yesterday, Когда мы позавчера были в парке, we see the ladies being photographed, мы видели, что женщины their фотографировались. friends photographing them. Парни их фотографировали, Making these они poses. позировали. But the gopis, they're only doing this for Krishna's pleasure, not for their own pleasure. Но Гопи делают это всегда только для удовлетворения Кришны, никогда для собственного. The gopis, they decorate their bodies. Krishna says the gopis decorate their bodies because they consider their bodies my property. А Гопи украшают тело только потому, что они видят это тело как мою собственность. Guru also thinks like that. Гуру также думает подобным образом. Once my Guru Maharaj was giving a lecture Однажды мой Гуру Махарадж давал лекцию. in Los Angeles. Это было в Лос-Анджелесе. So you can hear the lecture, he's giving Harikatha. И на протяжении лекции он говорил Харикатху. And in the background, А сзади кто-то кашлял, там еще что-то. they say, and then he stopped the lecture, he said, why is everybody coughing? И посреди лекции он остановился и спросил, почему все кашляют? Oh, because of the weather. He said, no, you have to take care. Они сказали, потому что такая погода. Он сказал, нет, вы должны Your заботиться. body is not your property, it's my property. Потому что ваши тела это не ваша собственность, это моя You have собственность. to take care of it. Вам нужно заботиться о них. Hare Krishna.